Всем привет! Я Алена Макарова, массажист-эстетист. И сегодня мы будем практиковать спортивный массаж. Приступаем. Сначала мы всегда подключаемся к человеку. Тестируем подвижность тела, насколько он напряжен или расслаблен. Есть небольшая скованность. В целом все неплохо. Немного продавливаю тело для того, чтобы оно включилось и поняло, что мы с ним сейчас что-то будем делать. Так как у нас на стопах расположено множество точек, которые отвечают за весь в целом организм. И такими движениями продавливающими показываем, что мы сейчас будем давить. Есть большие воспаления. Верхняя, получается, левая сторона у нас перенапряжена. Искривление, да, есть небольшое. Пока что без масла порастягиваем фасциальные мышцы. Вообще, как часто на массаже бываете? Ну, когда в поездках, то часто. Каждый день. Хорошо. В поясничном отделе бывают болевые какие-то? Или уже Нет, с тем, что на массажах часто бываете и боли не бывает? с шеей больше проблем. С шеей, да? Если всё. Есть интенсивная работа с телом, а есть вот такого вида, как продавливание, да? Здесь мягкая работа идет, организм потихонечку, да, привыкает, то есть нет резких у него каких-то спазмов во время воздействия, да, моего.
и, соответственно, нет сопротивления. То есть я мягко давлю, и мягко, получается, зажимы у нас расслабляются. Да, сегодня можно... Это довольно-таки эффективный такой способ. Сегодня можно миксовать, можно такое и интенсивность добавить. Максимальную интенсивность можно сделать. Хочется пожарче, да? Да. Сейчас мы его разомнем тогда, а потом уже пойдем с маслом работать. Я буду перемещаться. Я бы даже здесь под грудь подушку положила, чтобы мы работали с шейным потом. Удобно. Ну, хорошо. В целом мышцы в хорошем состоянии, такие эластичные, не забитые. А шея болит, потому что в целом оскорбление есть. Угу. По этой причине. Поэтому надо постоянно себя реабилитировать, помогать. Поясничку бы я подкачала. Да, много можно ничего подкачать. Ну, ягодичные себя как чувствуют? Нормально. Чуток напряжены тоже. Ну да. Больно будем делать? Конечно. Тогда сначала разогреем, а потом локтевой прием. Сейчас отвлечем немного мозг. Когда на какой-то определенной зоне идет воздействие, да, силовое, немножко его помучить, а потом переключиться на какие-то другие детали на теле. Или будет приятными ничего, движениями. отвлекать. Я знаю, что вы будете мне грушевидную сейчас платье. А потом, ну это как работа идет с пациентом, да, когда можно кричать Да. и плакать тоже.
Где звуки? Я терплю. А терпеть не надо, наоборот, нужно отпускать. Все эмоции. Ну, тут всегда будет больно, тут никогда нельзя вот такую форму провести эту мышцу, чтобы она не было больно. Мне не больно. Ну, значит. И я тоже удивлена, потому что раньше я прям с ума сходила. Но это общий комплексный подход к своему здоровью. Сейчас больше на шейный, на плечевой переместилась. Ну и вообще, в принципе, на него акцент можно сделать Да. больше, потому что он сильнее всего страдает. Обычно программисты вот с такой проблемой приходят. Люди, которые много проводят времени за компьютером. Угадала, да? Нет, ну, я тоже много за компьютером время провожу. И если едешь, то ты долго сидишь в одном месте. Рюкзак таскаешь с аппаратурой. Здесь уже больше костная деформация идет, чем мышечная. Не больно совсем, да? Мне нравится, наоборот. То есть я понимаю, что это чуть-чуть больно. Приятная боль. Да. Понимаешь, что потом будет легче. Угу. Это точно. Сейчас я буду давить на лопатку, а ты ее в сопротивление, то есть зажимаю ее к центру. Ага, отпускай. Еще. Ага. Еще. Угу, молодец. Какая сильная лопатка. Пускай. Еще разок. Угу, отлично. То есть во время массажа не только нужно помять, там, расслабить, но еще и показать мышцу, что она может еще и так по-другому как-то работать. Тоже важный момент. Как будто бы мы ее включаем, не как будто бы мы ее включаем. Типа давай вот так работай тоже.
Здесь не больно? Щекотно? Ну да, Или больно? ну это смесь щекотки и боли. Да. Больновато, щекотновато, я называю только. Мгм. Нет эмоций. Нет, все в рамках ожидаемого. Ну, там всегда больно. В принципе, я к этому готов. Расслабиться. Отдаться моим пальцам. Хорошие мышцы. Не деревянные, но подзатянутые. Здесь мы также можем напрягать, отпускать. Угу. Угу. Да, еще разок. Сильный такой. Лопатка? Лопатка. Начало лопатка-то. Да, лопатка натренирована. Угу.
Да, вот с этим плечом у меня, кстати, проблемы какие-то там чувствуются. Ну, здесь и натяжки больше, чем там. Да. У меня вот круглые мышцы здесь тоже. Идеальный клиент, которому нравится, что больно. А кто-то сразу начинает. Не делайте мне. Ну, я сторонник того подхода, что через боль. Через боль. Ну, конечно. Потому что, ну, не, массажисты делятся на две категории, которые думают, что нельзя через боль, и то через боль. В разных моментах. То есть везде по-разному. То есть если человек готов через боль, то здесь идем через боль. Если человек не готов, то есть его психика не готова, то мы работаем более мягко. Ну да. Вот. Потому что если человеку с неготовой психикой идти через боль, то он не придет. То есть там более лояльный подход идет. Массаж, он еще и нервную систему успокаивает. То есть, если тебе ок через боль, ты понимаешь, да, что там зажимы расслабляются, и психологически готов, то здесь все правильно работает. Если человек не готов, то нервная система его еще больше ушатается. Верхний край лопатки, да, пучковой тут у нас. Как у всех. Здесь тоже подавим, да? Да, да. Еще можно подзатылочные подавить, там вот эти шейные, временные. Здесь мы чуток локоточки в путь запустим. Дышим. Глубокий вдох, глубокий выдох. Потом спину хлоргексидином работаем еще.
Массаж шеи я от женщин люблю, у них тонкие пальцы, из-за этого они точнее попадают. Не больно? Нет. Я такое люблю, наоборот. Хорошо. Я тоже. Здесь можно мур говорить. Мур. Да, да. Так как мы подавили, поработали хорошо со спиной, накрываем теплым полотенцем или простыней. С ножками вообще все в порядке. Ну, они чуть-чуть могут болеть, просто мышцы мы тут с Это, великами приехали. это нормально. Такие растягивающие движения, они растягивают мышцы, да, там разгоняют кровь, лимфу в целом. Особенно когда каких-то сильных серьезных зажимов нет. Очень хорошо расслабляют.
Здесь чуток может, да? Да. Здесь у нас широчайшая вся нагрузка на нее. Она болит у всех. Массаж. Просто надо ее растягивать, чтобы она не ссыхалась у нас, не стягивалась с возрастом. Молодец. Еще разочек. Чего так боимся? И здесь больная ступня. А, больная ступня. Тогда мы с ней понежнее. Все хорошо? Как самочувствие? Хорошо. Спать не хочется? Да нет. Это бывает такое. Да. Я люблю, когда засыпают. Комфортно? Да?
Сижу там массажечка. Ну, ладно, постираем. Зато всю жизнь будешь бегать, как молодой. Если надо терпеть. Я вообще считаю, что массаж продлевает жизнь и молодость. Ну и вообще в целом активный образ жизни здоровый. Это плюс здоровый образ жизни. Тогда я должен жить долго, если массаж продлевает. Ну да. Эксперимент над самим собой. У нас сейчас все больше и больше таких. Размножаемся. Я вот с 25 лет начала ходить на массажи сама. Уже долго. Как ощущения? Все хорошо. Угу. Нужно будет переворачиваться. Все. Угу. Угу. Замечательно. Слышала, что на велосипеде, да, катаетесь? Угу. То есть, соответственно, у вас, значит, будет тоже напряжение. По сколько километров? По-разному. А, ну это любитель, да? Угу. Для себя. Есть болевые? Нет. Теперь? Терпеть можно.
Самая приятная Часть. часть, да, массажа, это вот лежа на спине с протяжкой. Больно? Не больно? Вообще на теле человека самая важная часть для массажа какая? Как вы думаете? Я думаю, вы знаете. Уши? Шейно-воротниковая зона. Не, ну это легко, я думаю, какой-то подвох, что говорят, что на ушах там тоже как и на ногах там. Не, ну там много, конечно, точек меридиана, все такое. Но самое главное, конечно же, это шейно-воротниковая зона. Если там какие-то смещения или зажимы, то у нас плохое кровоснабжение в головной мозг. И оттуда все болячки возрастные, которые говорят, что это возрастные. А их можно избежать, на самом деле, если следить за собой с молодости. Головной мозг — это завод новых клеток, здоровых. Я всегда стараюсь немного голову затронуть в массаже, потому что если тебе голову не потрогали, ты какой-то недоделанный выходишь Ну да. оттуда. Вот, поэтому это как завершение прям огонь. Мы же ей думаем. Тоже расслаблять надо. Сейчас немножечко потянем. Таким образом. У тебя лопатки или до поясницы тянется? Или вообще не до тянется? поясницы, да. Угу, класс.
Такая гибкая шея. И шею хрустеть не надо давать никому. Ошибка была совершена множество раз. Видела. Я об этом узнала, наверное, лет в 28. Ой, нет, лет в 30. Что шею нельзя хрустеть, а до этого мне ее хрустели, свернули, конечно же. Очумелые ручки. Ну, а после каких-то болевых ощущений в конце немного приятностей. Кнут и пряник. Сейчас эту брови сидеть не смогу сделать. Здесь тоже у нас напряжение лицевое. Можно чуток расслабить его. На лице тоже у нас там 30 с лишним мышц. Казалось бы, да? И они тоже имеют свойство напрягаться. Сядем, да? Также это можно делать прогревающей мазью. Их тоже разновидности моря. У меня их даже с ядом скорпиона. Если ее намазать, то целый день потом греет.
Сейчас можно под сопротивление идти. То есть я буду рукой давить, а ты будешь сопротивляться. Угу. Давай еще пару раз. Угу. Ага, хорошо. Постизометрическая релаксация. Да. Вот тут надо прям вот чисто вот головой давить и шеей, а хочется всем телом. Надо вот это контролировать. Да. Но это с опытом приходит. Если пробуешь. Все? Да. Отлично получился массаж. Получается, вообще проработали от кончиков пальцев до головы. Он и реально спортивный, то есть глубокий достаточно. И с какими-то элементами такого расслабления максимального, типа какого-то спа. Вот голову почесали какие-то, пощекотали спину. То есть такое. С элементами приятности. Так что спасибо. Мне понравилось.